Слада. Ютубер, который активно снимал антигрифер шоу с 2014 по 2019 год. Благодаря нему появился тот самый культовый мем «Ой, мама пришла». Но однажды он внезапно пропал. А если и появлялся, он делал довольно странные действия. А также было снято на него несколько разоблачений. Что же с ним произошло и куда же он все-таки пропал? Давайте в этом сейчас разберемся. И всем привет, с вами Лолок. И сегодня я расскажу о бывшем популярном ютубере по антигрифер шоу Сладе. В данном видео будет много эксклюзивной информации по типу, как он общался с актерами, как он работал над своим Майнкрафт сервером, расскажу об его ЧСВшности, ну и самое главное, эксклюзивно от меня вы узнаете, что со Сладой сейчас. Большое спасибо Маршу и Тюше за предоставление информации к этому видео, будет очень интересно. Приятного просмотра. Ребят, я редко об этом прошу, но подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Я очень хочу побыстрее достичь 100 тысяч подписчиков. Но после моих видео в основном подписывается от 1 до 2000 человек. Так что надеюсь, эта просьба увеличит количество подписчиков в несколько раз. Большое спасибо. Слада. Настоящего имя Андрей и предположительно живет в Санкт-Петербурге. Его канал был создан 24 января в 2014 году и изначально на нем он снимал грифер шоу. Суть в том, что ты сам являлся грифером и нужно было гриферить игроков, а не избавляться от гриферов. С этого формата, кстати, также начинал и Фредж. Большинство видео по обычному грифер шоу было скрыто и самый первый сохранившийся является 33 выпуск. Всем привет, ребят, с вами снова я, Слада, я приветствую вас уже на 33-м грифер-шоу, 33-м. Короче, 33-й грифер-шоу у нас, ребят, вот, начинается, приятного просмотра, ребят. Это грифер-шоу будет не 10 минут, а 7 минут, потому что у меня сегодня нет настроения. Ну, как бы оно есть, потому что мне вечером сказали, блинчики сделают, это хорошее настроение немножко подняло. Но все же, ребят, я не знаю, либо 7 минут, или 10 минут, ребят, как получится. Но, ребят, вы помните, вы реально набирайте хорошие лайки. На прошлом видео набрали много лайков, но такие вот пироги, короче, все. Я уже заговорился, посмотрите грифер-шоу, ставьте пальцы, потому что я всех вас люблю. Потом он слегка изменил смысл, и теперь он приютил игроков к себе домой и гриферил. Данный формат он решил назвать грифер шоу «Приютишь», и снял он около 13 выпусков. Всем привет, ребят, с вами снова я, Слада, и я решил снимать новое грифер-шоу под названием грифер-шоу «Приютишь». Ну, как вы знаете, ну, как бы у меня уже было, ребят, но я хотел вам сказать, ребят, то, что я сейчас играю, да, на своем сервере, но я сменил ник и скайп, и я буду менять голос через конфиш, то есть вы как бы будете голосом сюда, а с кем вы говорите, они не узнают мой голос, то есть, ребят, я буду просто пытаться разводить людей, ну, вообще никто даже не будет догадываться, что я есть Слада. А после 20 августа 2014 года он выкладывает первый выпуск антигрифер шоу. В нем он наказывал гриферов без использования админки, а гриферы были довольно спокойными. Что я хотел сказать перед самим выпуском, то что это антигриф, не то, что как снимают многие с админками, а я, то есть, заантигриферил человека с помощью RG-инфо. То есть меня гриферят, я пишу RG-инфо, смотрю кто в регионе и пытаюсь найти слабую точку или незарегистрированный человек, или просто взломать человека. Вот. Вы должны так же слиться, как вы меня убили. Вы же меня загриферили, я вас должен также загриферить. Тогда, может быть, вам дом отдам, а на вещи вообще насрать должно быть. Да стой, давайте, снимайте броньку, я запрыгну, убью вас. Это как вы меня загриферили, давай. Данный антигрифер шоу у него хорошо хайпануло, и он продолжил его снимать. С каждым новым видео качество улучшалось, а гриферы становились злее. Один из выпусков как раз таки поразил тот самый легендарный мем «Ой, мама пришла». Большинство выпусков антигрифер шоу Слада удалил из-за того, что они не смогли набрать нужную популярность. Ну и вместе с АГШ он снимал открытие кейсов CSGO. Казалось бы, вроде все отлично. Канал рос, и Слада конкурировал с другим ютубером по антигрифер шоу Фреджем. Однако все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Всегда хотели обновить себе скин, либо получить качественное оформление для своего канала, но не знаете где взять? Тогда вам Бучма Дизайн. Бучма Дизайн — это студия по дизайну Майнкрафт скинов по низким ценам. Они нарисуют скин по вашим предпочтениям за короткие сроки со всеми нужными правками. Их художник нарисовал более 100 скинов, а 3D дизайнер сделал более 50 рендеров. Поэтому можете не переживать за качество товаров. Так чего же ты ждешь? Переходи по ссылке в описании и делай заказ прямо сейчас. У Слады было плохое чувство юмора, и он не всегда понимал, что реально является смешным. Поэтому на съемках он мог смеяться с полнейшей фигни, а видео не получались особо хорошими. Да и вообще мотивации делать хорошее АГШ у него не было. Ему было важнее работать над своим Майнкрафт сервером, который он пиарил полвидео слишком банально и некачественно. Также он был довольно ЧСВшным. Он удалил с ВК всех друзей и оставил только тех, у кого есть галочка. А еще во время разговоров он часто говорил о том, какой же он охуенный антигрифер и вообще создатель легендарного мема. При этом он не признает своих ошибок, например, то, что он воровал сценарий у Фреджа.
Однажды Слада подозвал к нему одного из его актеров, чтобы тот снял с ним Агаше. А когда он был снят, подосланный актер передал сценарий Сладе. И потом они с тем же актером по тому же сценарию повторили этот выпуск. Фред решил не выпускать этот Агаше, так как его бы обвинили в плагиате. Вообще, у Слады в те годы была сильная зависть к Фреджу из-за того, что у него были больше просмотры и лучше развит сервер. Поэтому он в личных сообщениях людям часто писал о том, что хочет нанести ему вред в реальной жизни. Однажды Слада в одном из антигрифер шоу наорал кучу матов маленькой девочке. Привет. Сука, ты, блядь, папа, нахуй отсюда, блядь. А также Сладу обвиняли в скаме людей. Несмотря на это, он все еще набирал просмотры и был одним из популярных ютуберов по Агаше. До тех пор, пока Агаше не скатилась. Что же произошло после ската? Когда антигрифер шоу перестал быть популярным, он решил полностью уйти с ютуба, даже не попытавшись попробовать себя в чем-то другом. Возможно, он начал работать над своим сервером, на который уделял больше труда, чем на создание видео. Сервер он делал и настраивал абсолютно самостоятельно. Кстати, для этого видео я позвал одного игрока, который раньше активно играл на данном сервере. Он рассказал о том, что там происходило, но об этом мы поговорим чуть позже. После потери актуальности Агаше, Слада забивает на свой YouTube на 2 года, и потом появляется Дюша, который предлагает ему идеи для видео с целью продвинуть свой канал. Но все, что тогда Дюша написал, Слада проигнорировал, и он снял 2 обычных Агаше с рекламой сервера. Когда канал Дюши начал набирать первых подписчиков, Слада предложил, чтобы он рекламировал его сервер взамен на то, что он будет ему платить. Дюша согласился, так как тогда он хорошо общался со Сладой. Слада выдал права, с которыми мог снимать видео на его сервере, но они были настолько ограничены, что интересное видео с ними сделать было сложно. Дюша снял несколько видео на сервере Слады, а также постримил на нем. Однако из-за ограниченных прав на том стриме было настолько скучно, что по итогу он с него вышел и зашел уже на сервер друзей, на котором он с удовольствием провел ивент с подписчиками. На том стриме Дюша по неожиданной случайности уснул, и в то время Слада увидел, что вместо того, чтобы играть на его сервере, сидит на чужом, тем самым перегоняя трафик. Сладе не понравилось, что на его сервере играет всего 5 человек, и он начал оскорблять Дюшу везде, где только возможно, пока он благополучно спал. Когда Дюша проснулся, он увидел тонну голосовых и сообщений от Слады с угрозами и оскорблениями. Ты сраный кусок, я желаю твоей мать, блядь, сесть, ты хуй перегнал у меня, нахуй, да просто, я тебя просто желаю, чтобы в жизни все было плохо, просто прощай, кидок, блядь. А Дюша, блядь, я просто накручу дизы на все видосы, я сейчас залью видос, что он меня кинул на косарь, понял, блядь, пошел на... Сотрудничества с сервером никакого не было, и Дюша мог спокойно играть там, где ему самому захотелось. На следующий день, когда активность сервера нормализовался до 35, он после тона негативных голосовых спокойно отвечает ему «Привет». Да, он реально так написал, когда несколько часов назад желал тому же человеку смерти. Дюша сделал разоблачение, где все это рассказал, и когда Слада заметил видео, он сначала просил удалить ролик, а потом начал называть его крысой. Дюша, да ты просто крыса, хуй, я тебе говорю, блядь, ты, эти кармы вернется, дружище, мне ты чё, мне хуй, блядь, я чё? Ты мою репутацию как-то задел, а, блядь, ты просто, блядь, как крыса все преподнес людям, чтобы они думали, что я какой-то ёбок, блядь, но по факту-то все голосовые были заслужены в твою сторону, поэтому нахуй, блядь, твоя мамка, кстати, был, блядь. После этого Дюша прекратил со Сладой общение. Слада пропадает на год, и он максимум меняет на ютубе аватарку. Как вдруг средь бела дня он выпускает новое видео. Блин, а в этом доме так уютно и чувствуется довольно приятная домашняя атмосфера. Точно такую же атмосферу вы можете почувствовать на моем Discord сервере. На нем вы можете пообщаться со мной и познакомиться с другими участниками сервера, поучаствовать в игровых ивентах, а также поделиться своим творчеством, например, артом со мной. Люблю, когда меня рисуют. Буду рад каждому новому активному участнику. А ссылка на сервер будет в описании. Заходите. Видео называлось просто «Всем привет, с вами Слада». Изначально можно было подумать, что он наконец-то вернулся на YouTube и он готов дальше снимать новые видео. Но, к сожалению, все оказалось весьма грустно. В данном видео Слада рассказывает о том, что он хочет вернуться на YouTube, и он собирает людей для видео простой игроков. Но чтобы туда попасть, нужно задонатить какую-либо сумму на его Майнкрафт сервере. Привет, друзья, с вами Слада. У меня были проблемы с интернетом, и я не мог залить видео целый год. И я такой думаю, и вспомнил, что у меня есть вы, мои братаны. В общем, мне нужно много участников для моих видео, но просто рандомных людей я не могу взять. Вы же понимаете, поэтому я даю возможность всего за 50 рублей попасть в мои новые видео. Если он реально хотел собрать людей для видео, чтобы восстановить карьеру, то он бы не собирал их за деньги. Ведь у зрителей и так недоверие к Сладе после разоблачений и после обвинений в скаме.
Все это выглядело, будто он просто собирается собрать денег с преданных фанатов, а потом снова пропасть. Комментарии были заполнены тем, что Слада вспомнил о своей аудитории лишь когда ему понадобились деньги, и то, что на самом деле он ничего снимать не собирается. А видео за месяц набирает лишь 30 тысяч просмотров. По итогу, через какое-то время в описании ссылка на сайт сервера была убрана, а описание было изменено так, что это теперь выглядело как рофл. Кстати, люди, которые заметили видео после изменения, писали в комментариях, что изначально это была шутка, и Слада даже лайкал их. А позже он видео удалил. Как и было ожидаемо, он собрал донатов и опять пропал. Больше он на ютубе не появлялся. Он часто пытался продвинуть свой сервер и старался получить с него максимальную выгоду. Давайте, кстати, поговорим об его сервере и о том, как он им управлял. Для этого видео я написал своему знакомому, который был активным игроком на сервере Слады, а именно игрока под ником Позих. Он даже общался с Дюшей, который тот сотрудничал с Евплеем. Возможно, кто-то его знает. По его словам, на сервере был игрок, который часто ему мешал, телепортировал под спавн, строил рядом с его домом, пасхалки и тому подобное. Позих и его друг жаловались на этого игрока самому Сладе, но он ничего не делал и просто АФКшил на спавне. По словам многих игроков, АФКшил он почти всегда. Слада пытался заработать как можно больше денег с донатов, поэтому ссылки на сайт для покупки были везде. В табе, в чате, в скайборде, да и вообще по всему спавну. Но этого ему, видимо, было мало, и он неоднократно лично просил игроков что-то купить. Был случай, когда Слада спамил в чате просьбами купить 5 кейсов, а бонусом он даст еще 5. Однажды Слада даже просил Маржа купить донат, хотя тот был помощником Дюши. Морж из жалости скинул ему немного денег на карту. На сервере была гарантия, что после вайпа купленные донаты не исчезнут, но по итогу это оказалось ложью. После одного вайпа привилегии пропали у всех, а сам Слада даже просил деньги за то, чтобы их вернуть. Офигенный бизнес-план, больше тут ничего не скажешь. Он не пытался сделать хороший сервер, где игрокам было бы комфортно играть, а лишь хотел побольше заработать. В конце концов, Слада забил на Евплей, и тот закрылся из-за неуплаты за хост. Игроки, которые донатили и как-то поднимали актив на сервере, в итоге были кинуты не только на деньги, но еще и в ЧС Слады. А ведь были те, кто донатил туда по 10 тысяч рублей. Деньги, разумеется, никому не вернули. Вот так и умер его Майнкрафт сервер, который он так долго разрабатывал в одиночку. Но что же со Сладой сейчас? Когда я спросил у Дюши, что сейчас со Сладой, он мне записал голосовое сообщение, в котором все рассказал. Короче, что сейчас со Сладой рассказываю. Мне было самому это интересно очень долгое время, потому что он пропал просто без вести. Контакт, у меня была связь с ним только через ВК, и в ВК он заходил последний раз там чуть ли не год или полтора назад. Вот, и мне стало интересно, что вообще со Сладой. Я начал спрашивать у его окружения, по крайней мере, он с ними раньше общался, это прошлые антигриферы, Кавандер, Балт Морган. Вот с Хавандером, это владелец лаунчера, я у него спросил, что там со Сладой, вообще есть ли с ним контакт. Он мне сказал, что да, он типа там отдыхает от чего-то, не знаю. Вот, была инфа, то, что он торчал на запрещенных веществах, но это только лишь слухи. Сейчас я знаю, что он работает у своего бати, это мне сказал Балт Морган, тоже бывший антигрифер. Вот, он работает у батька своего, где-то там на СТОшке. И живет, кайфует. В статусе ВК, кстати, у него написано, что он любящий муж. Возможно, он уже женился. Что можно сказать по итогу? Сейчас Слада работает где-то у своего отца, ремонтируя машины, и он, возможно, уже женат. На YouTube, я думаю, он уже не вернется, ведь понимает, что свою карьеру он полностью потерял. Вместо того, чтобы начать делать хорошее видео, когда антигрифер шоу скатилось, он решил забросить канал. А когда ему срочно понадобились деньги, он вернулся, чтобы выпросить ее у своей оставшейся аудитории. Вот таким образом мы разобрались, как Слада потерял все, и узнали, что с ним сейчас. Большое спасибо за донаты, которые вы кидали во время стрима. Мне очень приятно, что вы поддерживаете мой контент. И если вы хотите тоже его поддержать, то ссылки на донаты и на бусти в описании. Но и опять же, заходите на мой Discord сервер, мне будет очень приятно. Ну а с вами был Лолок. Всем удачи и всем пока.